Полина не уложится в сумму 200 евро, она проиграла свой челлендж. У нас осталось 15 минут до закрытия детского магазина. Пошли бегом за подарком. Быстро. Завтра у моей сестры день рождения. И сегодня у меня необычный челлендж. 24 часа покупаю все для дня рождения сестры. Я должна купить все по списку. Но есть один нюанс. У Полины на все про все есть только 200 евро. Чё? Да, если Полина не уложится в сумму 200 евро, она проиграла свой челлендж. Нет. Поэтому, Полина, у тебя только 24 часа на покупки по списку, ребята. Вот так вот. И она должна уложиться в определенные деньги. Поэтому, Полина, время пошло. И мы быстренько начинаем. Что у нас там первое? Подарок. Подарок. Большой бант, упаковочная бумага. Мы сейчас в большом гипермаркете. И там мы сможем купить упаковочную бумагу и шарики. Быстренько побежали. Ребята, я сейчас в отделе с шариками, и мне надо троечку. Да, нашей Мии исполняется вот. 3 годика. Вот это. Да, нам нужна троечка, которая будет качаться гелием. Ну, 110 сантиметров это много, нам нужно 90. Ищи 90. давай. Тут нет нашего размера. В общем, тогда бери троечку 110. Ну ладно. Так, троечка сколько стоит? Тут не написано. Тут нет цены на троечки. Ага, вот есть. 90 копеек маленькая, и это должна 2,95 стоит. Значит, минус 2,95. Что нам еще надо? Какие-то фольговые красивые шарики. Мия любит кошечек, принцесс. Вот, По смотрите. типу этих. Ой, тут огромный выбор, смотрите, собачки, О, вот кошечки. Посмотри. Ой, это крылышки тоже накачиваются. Ну, я не думаю, что это такое ей надо. Я думаю, ей надо вот такие звездочки маленькие. Что-то вот такое. этот, вот Или этот. давай возьмем один большой набор. Один большой Смотри, набор. вот большие наборы, смотри. У нас есть вот такие О. наборы, они стоят 4-5 евро. И можно целый набор накачать. Вот, смотри, тоже классные наборы вообще. Смотри. Вот мы сейчас Ей, выберем наверное, надо что-то в набор. И, телекошечке. кстати, нам по О, списку еще нужна смотри. упаковочная бумага. Смотри, Вот сколько эти. ее. О, какие милашки. Ну, их мало. Это латексные, бери. Их надо взять. Хорошо. Что выбрала? Тут есть разные украшения, смотри. Вот на дверь можно повешать какую-то штучку, О. такую блестящую, вот видишь, на дверь разный цвет. И, кстати, тут смотри, какая красивая посуда есть Вау. для дня рождения. Вот под тортик, смотри, прям единорожка. Красиво. Вот это очень прикольное. И вот эти салфетки. Да, очень прикольно. Но мы взяли кошечку. Ничего страшного. Ну, я думаю, что ничего. Тогда нам нужно поменять шарики. Мы взяли вот такие бантики, кошечки. Ребят, напишите в комментариях, как вы считаете, эта единорожка подходит нам под стиль наш или нет. Да. Смотри, есть короны такие для Мии. Вау! Смотри. О, это для приглашенных такие вот, смотри. А Надо это брать. для А это для кого? у того, кого день рождения. Бери. И корону. Какую А, возьмем вот эту. корону? У нас, в принципе, вот корон эту. дома много. Или мы возьмем вот такая красивая, смотри, 2,95. Она, правда, Ну распакованная. вот эти иногда и могут колоть, но я не знаю. Думаешь? У меня такие были, и мне было неприятно колоть. Ну, а еще ей может какую-то палочку взять волшебную. Она так любит это все дело. Так, в общем, сейчас мы скупимся и скажем, на какую сумму мы тут скупились. Так, все, теперь нам надо упаковочная бумага. Я взяла вот такие дуделки. Вот, дуделки. Вот такие значки. Еще Да, для вот мальчиков эту. мы взяли и для девочек. Значок для Это именинницы. Вот такие шарики. Шарики. Еще вот такие. Тарелочки, вот такие салфетки. салфетки Это и под тортик. тарелка. Это под тортик, это только для завтра. Вроде бы все, да, здесь? М, Мы забыли скатерть. Нам еще нужна скатерть и упаковочная бумага. Все, мы погнали. Ну что, ребята, я потратила 21 евро, и теперь мы идем дальше по списку. Пошли в следующий магазин. Мы здесь не нашли упаковочную бумагу, поэтому мы идем в следующий магазин. Поехали. Так, ну что, мы взяли вот такую упаковочную бумагу, но гелия нету. И мы снова едем в другой магазин покупать гелий для шариков. Что у нас по списку? Подарок, большой бант, упаковочная Ну, мы здесь бумага, можем взять, мы шарики, взяли упаковочные гелий, торт. бумаги, шарики. Остается только гелий, торт и свечи. И подарок. Так, ну что,
Какие свечи нам нужно взять? Вот такие, О, вот такие. Что ты нашла? я тут нашла вот такие свечи. Смотри. Это светящиеся. Только Давай я не вижу возьмем. 30. Интересно, как это работает 8. вообще? Мне кажется, или тут нема 3. Да, там нету 3. Давай тогда Жаль. будем брать вот такую троечку оранжевую. Блин, и тут другой троечки нету, только оранжевая. Посмотри, там, может, есть розовенькая троечка. Мне кажется, что тут вообще нема 3. Гелий, конечно же, закончился. Тут ни одной 3. Нету, да? Что нам сегодня не везет. День рождения завтра, у нас нет материала никакого. Так, ну что, мы купили разные тут штучки для вечеринки. И на это у нас ушло минус где-то примерно 35 евро. Что нам еще нужно, Полина? Это тоже мы купили. Нам вроде еще надо подарок, Гелий гелий, и самое вкусное торт. торт. Значит, в первую очередь мы пойдем за тортом. Тут рядышком есть супермаркет. Ой. И там, это кстати, было очень поломано. прикольные торты. Пойдем посмотрим, что там есть, да, в наличии. Возьмем торт. Мы зашли в продуктовый, чтобы купить торт. Да, мы здесь видели новые торты, и они делают их прям с мастики, очень красиво, и мы хотим попробовать такой торт, да? Да. Мы заказали Мии на вечеринку, у нас будет еще вечеринка дополнительно, мы заказали отдельный торт, а этот торт будет просто, чтобы Мию поздравить, да? Да. Поэтому пошлите, мы вам покажем, какой тортик мы сейчас выберем. Кстати, Полина, у тебя было 200 евро, мы потратили с тобой в одном магазине 20, 21. а во втором 35. Сколько это уже? Это уже 56 56. евро. У нас остается 144 евро. И это 144 очень евро. мало. Нам еще нужно уложиться. Мы почти все купили, нам остался только гелий, подарок и торт. И свечки. Ну, свечка очень дешевая. Поэтому пошли, скорее. Так, мы, в общем, на месте. Есть вот такой вот мастичный Спанч Боб. Но Полина говорит, что лучше взять вот этот смайлик с сердечками. Там еще есть один смайлик, только этот вот тут. Ну, давай. Вот смеется. Такой вот, который смеется, смайлик. Там еще какой-то есть. А ну, отставляй Спанч Боба туда. Смайлик такой. И там Какой был- еще? Там не смайлик. Ой, какой-то розовый. Но этот мне не нравится. Мы таких собачек не смотрим, поэтому Микки это не зайдет. Да. Спанч Боб ей тоже не зайдет, кстати. Футбольный А мячик. смайлики? Футбольный мячик и смайлик. Смайлик, может, с сердечками, вот такой бы и зашел ей. Вот так вот, О, с очками. прикольный. Может, вот такой вот взять все-таки с этими собачками. Ну, такое что-то. В общем, кстати, такие торты стоят 18 евро. Мне кажется, что со смайликом будет самый лучший. Смайлик Да. или все-таки губка Боб? Ребята, обязательно пишите нам в комментариях, какой бы торт вы взяли. А мы сейчас выберем и покажем потом вам. Есть еще вот такие торты детские. Свинка Пеппа. Вот это вот какой-то робот. Не знаю, нам такое не подходит. Какой ты думаешь торт нам нужен? Мне кажется, что какой-то, типа, мне кажется, что либо вот этот Блуи, либо эмоджи, либо вот этот мячик футбольный. Не знаю. Блуи, но мячик футбольный ей нет точно. Давай тогда возьмем Блуи. У нас Давай. как бы не сильно много вариантов, как бы уже просто закрываются магазины. Нам на завтра нужен торт на утро. Берем Блуи? Да. Давай. В общем, выбрали мы вот такой вот тортик. Стоит он 18 евро. Там 700 грамм, поэтому как-то дороговато для такой цены. Но мы, в общем, очень уже спешим, потому что у нас осталось 15 минут до закрытия детского магазина. Пошли бегом за подарком. Быстро! Так, ну что, мы были в продуктовом магазине, мы купили арбуз, дыню, мороженое и напитки. И на все это нам ушло 14 евро. Еще нам осталось Для того, чтобы накачать шарики и подарок. Да. Все, ребят, вы обязательно подсчитайте и помогите Полине в комментариях, сколько у нее остался лимит на подарок, потому что она хочет очень крутой подарок купить Соломее. Да. Очень крутой. Гелий стоит 18 евро, и остальное у нас уходит на подарок. Если Полине не хватит, если она перелимитит свои деньги, она проиграет челлендж. Мы идем в детский магазин. Так, ну что, у нас очень мало времени, нужно посмотреть подарок. Пошли, что бы ты хотела ей купить? Что-то большое и крутое. Да? Давай посмотрим по ценам. Ну, вау, тут сколько велосипедов. И смотри, много всего интересного есть для Соломеи, да? Да.
У нас всего лишь 15 минут до закрытия магазина, поэтому мы должны успеть. Да, ты права. Ой, кстати, самокат, у Соломеи плохой самокат, старенький уже, мы могли бы купить ей новый. Пойдем посмотрим там, где машинки и самокаты. Мама, тут столько всякого транспорта. Сейчас подумаем над подарком. Да, тут очень много транспорта разного, а у Соломейки как раз таки мало транспорта. Можем что-то подумать. В общем, ребята, мы покупаем и уже в конце видео вам расскажем, какой мы все-таки выбрали подарок. Да. Мы уже тут прометнулись, посмотрели, что тут можно такое купить для Соломейки. Тут очень много вариантов, и мы уже в принципе определились, поэтому ждите, и мы покажем в конце видео. Да. Полина сделала все свои покупки, и сейчас мы сверимся по списку, сверимся по цене и по сумме, и узнаем, выиграла она свой челлендж или проиграла. Давай бери свой список, и по списку мы отмечаем. Кстати, вот подарок, вот это вот все украшения и гелий. Один баллон у нас был дома, он, короче, почти пустой, и второй вот новенький баллончик, мы его купили. Давай, показывай, положи сюда, чтобы мы видели, что ты отмечаешь. Ну, Так, подарок есть. подарок есть. Дальше. Большой банк Большой бант есть у нас. есть. Так, упаковочная бумага, вон она торчит у нас, есть, мы купили. Шарики есть там, гелий купили, тортик у нас еще в холодильнике, Да. свечи купили, Да. фрукты, мы купили большой арбуз вчера и дыню. И И украшения. украшения, вон, целая коробка. Купили. Значит, со списком Полина справилась. Теперь мы берем калькулятор и соединяем все цифры. А давайте без калькулятора. Давайте без калькулятора. Значит так. В первом магазине мы потратили 21 евро. Да. Во втором магазине 35 евро. Потом мы купили торт за 18 евро. Дальше гелий 18 евро. И у нас осталось на подарок 108 евро. Но подарок стоил 108,50. Итого у Полины получается 200 евро 50 копеек. Нет! Ты, получается, проиграла челлендж? Но это почти, конечно, ребята. Полина все просчитывала. И если вы поставите много лайков Полине, то я засчитаю ей этот челлендж, и она получит тоже подарок. Да. И если ребята много лайков не поставят, то подарка ты не получишь, ты проиграла челлендж. Так что, ребята, скорее ставьте мне лайки и подпишитесь. Чтобы не пропустить новое видео и увидеть, что же мы купили Мии на подарок и как мы украсим для нее комнату. Так что мы приступаем украшать. Да. И у нас начинается новый челлендж.